Сегодня у нас расклад ваш любимый, да? Какой мужчина спешит в твою, как говорится, дверь. И прежде чем начать, сразу скажу, я решил все-таки, раз вы не смотрите на самопознание, и обратной связи нет абсолютно никакой, все расклады на самопознание будут в закрытом доступе. Потому что ни обратной связи, ничего, поэтому вот так вот будет. И буду снимать ваши любименькие расклады. Итак, давайте начнем. Так, первый вариант. Императрица, Луна, семерка воды, семерка огня и колесница. Ну смотри, как всегда, передо мной бумажка с вопросами. Вы, конечно же, мне говорите то, что, дед, мы же тебя смотрим, на самопознание давай. Вот 6 человек. 6 комментариев с обратной связью в плане раскладов на самопознание. Поэтому и то эти люди есть на Бусти, которые прокомментировали. И я все-таки это оставлю в закрытом доступе, потому что, это такое себе, знаете. Ни спасибо, ни привет, ни пока, ничего. Просто вот так вот будет в закрытом доступе. Через Бусти легко попасть, даже если не работает YouTube, потому что там отдельный плеер. Итак, какая сейчас у тебя личная энергия, да, и сейчас почему она притянет вот этого нового мужчину? Это как сигнификация, то есть если по первой карте я говорю не про тебя, значит расклад этот не твой. А ты сейчас, знаешь, по этой карте проходишь через такую фазу, когда вот твоя внутренняя сила и твоя уверенность, они готовы наружу выплескиваться. Хоть ты сама этого и не замечаешь. У тебя прям накопилась вот эта усталость от постоянного анализа, от постоянного сравнения себя с другими. Но в глубине души зреет твердое вот это «я хочу для себя жить, а не для кого-то там». И твои близкие, они видят, что ты хочешь вот этой независимости, да, и прочих вот этих радостей человеческих. И все это создает вокруг тебя вот особенную ауру женственности и легкости. Хотя, может быть, внешне и не скажешь, да, что у тебя все там безоблачно. Но знаешь, такой контраст, где вот внутри есть мощный потенциал любви, свободы, и снаружи луна затуманивает взгляд, да, то это выглядит очень притягательно. Мужчина, который спешит в твою жизнь, он почувствует вот это. Понимаешь? Вот этот вот, как сказать, вот эту ауру, да, неочевидную, но очень заманчивую, вот, как сказать, он почувствует. Он увидит, что ты не бросаешься на людей, да, в поисках там одобрения, на мужиков не бросаешься, но при этом ты всем умеешь ценить свою вот эту эмоциональную природу. И твое «я», оно сейчас посылает вибрацию, что ты готова к этому новому этапу. Ты хочешь драйва, но без вот этих вот, знаешь, без глупых жертв. Хочешь ласки, но ты не готова мириться с манипуляциями. И именно вот эта смесь достоинства и скрытой нежности, вот это станет магнитом для него. Он просто, как сказать, он будет тянуться к тебе, чувствуя, что вот
рядом с тобой есть такое место для серьезного разговора, для совместного веселья, для вот этого вот, без всей вот этой, извините меня, нервотрепки. Что в его характере и в его поступках даст о себе знать самым первым. Но знаешь, этот мужчина, он, знаешь, вот сходу показывать будет, что он любит быть в центре внимания. И вообще не боится ответственности. И при этом всем подход иногда, знаешь, вот его будет рисковат. Он как человек, который привык добиваться все быстро, напористо, это она моя, давайте ее мне. Он не собирается долгие вот эти вот, как вот в балете называют вот этот поклон, забыл. Реверансы. Долгие реверансы он делать не будет. Он сразу хочет, чтобы все вот было ясно. Ты моя, ты говоришь, да, я твоя, он, все, ты со мной живешь. Вот эта прямолинейность, она вначале тебя пугать будет, да, и даже собьет с толку, потому что тебе покажется, что он слегка давит, да, вот этим своим энтузиазмом. Но это также признак и того, что он не хочет мелочиться и не любит вот этих долгих игр. Если, как говорится, решил завоевать твое внимание, да, то он сделает шаг без вот этих лишних сомнений. В поступках он легко смешивает вот эту легкую наглость с заботой. Понимаешь? То есть вот смотри, как сказать. Вот, например, сегодня он, например, да, может сорваться с тобой на природу, да, резко, а завтра неожиданно спросит там, а давай мы дома с тобой посидим, да. И вот самое такое он не любит, когда ему перечат без аргументов. То есть он может вспылить, да, если видит, что ты упираешься там просто ради спора. И при этом по глазам будет заметно, что ему важен не сам конфликт, да, а то, что из него выйдет. Он покажет открытую энергию, желая быть лидером, понимаешь? Но в глубине, если приглядеться, да, есть вот это, как сказать, небольшое страхование себя. Как будто он боится упасть в грязь лицом. Понимаешь? И, конечно же, он хочет тебя впечатлить любым результатом всего, что он там натворил, наделал раньше и так далее. Какие тайные мотивы у него в запасе, да, и как они могут повлиять на твои чувства. Ну, смотри, за вот этой всей активностью прячется желание такое убедиться, что он способен покорить женщину. Понимаешь? И не просто абы какую, да, а вот чей ум и принципы ему вот особенно интересны. Понимаешь? Он, знаешь, не до конца вот себе признается, да, но он ищет просто роман. Понимаешь? Но этот роман как проверка самого себя. Это вот знаешь, как примерно ты недоступная вся такая, да? А он такой, а смогу ли я растопить ее сердечко, вот это, королева мечевой? Или подхожу ли я такой женщине, которая свободу ценит? Смогу ли я ее, как говорится, не в наручнике, а как охмутать? И вот этот мотив, он может вызвать у тебя как такое вот двоякое чувство. С одной стороны, приятно, что он старается, да, а с другой ты осознаешь, что он рвется вперед не только ради там гармонии, да, но и чтобы самоутвердиться. А ты это заметишь. Это будет кричать. Ну, ты не глупая, ты это всегда заметишь. И это будет тебя настораживать. Потому что человек прям одержим собственной победой. Он способен на вот эти эмоциональные качели. Сегодня много комплиментов, завтра он исчез. Понимаешь? Поэтому важно понять, что его главный страх – это быть непризнанным.
а его главная цель — это покорить. И если ты разглядишь в этом, вот, как сказать, не только спектакль, да, но и искреннюю потребность в душевном контакте, то тебе станет яснее, как реагировать на вот эти все восторги и попытки показать себя. Он, знаешь, он как будто хочет, чтобы ты видела в нем вот этого надежного союзника, да, но в то же время он может манипулировать твоим желанием, чтобы подогревать твою привязанность к себе, понимаешь? На каком основании, ну, на каком фундаменте ваши пути пересекутся, да, и в какой момент ты это почувствуешь. Но в ближайших встречах будет такое ощущение у тебя, что жизнь вот вас специально сводит для решения там каких-то задач, общих интересов и так далее. Это не будет случайная встреча, понимаешь? Вы вместе будете участвовать в каком-то там начинании, проекте и так далее, и столкнетесь там, где нужно будет вот усилия объединить. И тогда тебе станет понятно, что это не какой-то там флирт, да, а вот именно сотрудничество с перспективой. И вы реально сможете создать что-то хорошее, классное, да. Пусть это будет там воплощение бизнес-идей твоей или там путешествие какое-то, но вы сможете. И в какой-то момент ты осознаешь, что он будет мыслить, как сказать, не так, как ты привыкла. Ну, нестандартно. И вот этих всех задумок он своих не пугается. И, конечно, вот у тебя будет, как сказать, смешанное чувство такое, и интерес, и опасение. Понимаешь? И все у вас будет хорошо. Ты даже будешь задаваться вопросами, да, а не слишком ли все хорошо, чтобы быть это все правдой. И, конечно, ты же умеешь себе придумать то, что он твой близнецовый пламенец. Вот так будешь думать о нем. То, что он не такой, как все, и так далее, и тому подобное, будет интересно, но страшненько. Как тебе лучше всего реагировать, чтобы не упустить это знакомство, да, и при этом оставаться собой? Самоуважение и трезвый взгляд всегда при тебе главное, понимаешь? Он тебя будет стараться вот обаять вот этими выстрелами комплиментов, да? И там даже быстрое предложение может быть, что «а давай поедем ко мне домой», да? А вы только увиделись. Или «давай сделаем вот это, поедем туда». И знаешь, вот тебе надо удерживать равновесие. Не позволяй ему рвануть вперед, диктуя тебе вот эти правила, понимаешь? Нужны идеи — соглашайся, которые тебе реально кажутся интересными. Но не стесняйся «нет» говорить, если почувствуешь какие-либо сомнения. Всегда нужно оставаться собой. Прямолинейной, но не жесткой. И не пытайся обманывать саму себя. Потому что, знаешь, вот это у женщин болезнь есть. Они сами себя обманывают по поводу мотивов мужчин. И если мужчина пригласил, как говорится, телевизор посмотреть, то это не телевизор смотреть. Ну, конечно же, они уговаривают: да нет, ты что, все хорошо будет. И знаешь, вот смотри не только на его слова, смотри на его действия. Если он действительно собирается, как говорится, нести в твою жизнь что-то светлое, то он это поступками докажет. Но если за обещаниями пустота, наболтал и ничего, то, конечно же, это лучше пресечь вовремя, понимаешь? Потому что пройдет месяц, 2 месяца, вы нацелуетесь в щечки, и
он тебя бросит, а ты останешься плакать, понимаешь? Поэтому смотри за действиями, не за словами. И воздушных вот этих замков не строй у себя в голове. Понимаешь? Потому что ты можешь стать жертвой его вот этого бурного напора. Понимаешь? Нужно для тебя лично грамотно расставлять приоритеты в общении. Сохрани свою независимость, не заглушай свой внутренний голос, свою интуицию и оставайся открытой к возможному счастью. Но только с людьми, кто вот это счастье действительно ценит, а не хочет прийти и поломать все, понимаешь? Ну тут мне больше нечего сказать. Давайте перейдем ко второму варианту. Восьмерка воды, пятерка воды, семерка воздуха, королева огня и олень, туз земли. Ну смотри, первый вопрос — это какая твоя личная энергия сейчас, да, и почему она притянет его. Ну, ты сейчас, знаешь, чувство разочарования несешь. После там бывших обидок, да, как сказать, не обидок, ошибок. Вот, слово забыл. Что такое? После прошлых ошибок, обидок и прочего вот этого разочарования ты тащишь на себе вот это все. И сейчас твой вот этот внутренний фон, да, он прям, как сказать, пропитан прям вот легкой такой решимостью вырваться из вот этого однообразия бытовухи. И ты хочешь сделать шаг к этому, к чему-то более светлому. Руки у тебя постоянно опускаешь. У тебя, знаешь, рывки, руки опустились. Рывок, руки опустились. И вот сейчас вот это вот, как сказать, вот этот вот смесь рывка, да, то есть сейчас или никогда, это создает в тебе вот этот магнетизм. Ты уже устала играть вот эти роли жертвы. И ты просто не готова долго копаться вот в этой прошлых обидок, в былой боли. Ты хочешь шанс такой перезагрузиться, и вот он у тебя настал. Понимаешь, это как змеи старую кожу снимают же, вот у тебя такое. То есть ты как скинула с себя вот это все, да, и стала притягательной для мужчин. А мужчина, который спешит в твою жизнь, он почувствует, что да что ж такое, я заговариваюсь. Я быстрее мыслю, чем говорю. У меня получается вот так вот. То есть он увидит, что ты вот такая новенькая, да, и он увидит, что за твоей вот этой грустью есть огромная такая жажда полноценного счастья. И, конечно же, у тебя есть готовность дверь закрыть в этот, как сказать, в прошлое. И он увидит это, почувствует. Понимаешь? То есть твое желание обновить свой внутренний мир, он даст ему сигнал. То, что ты готова к переменам, да, неважно, как было раньше, больно и так далее, и вот эта решимость перестать жалеть себя, да, и новую главу начать, это и будет магнитом для него. Извиняюсь, заговариваюсь. Что в его характере и в его поступках даст тебе знать, даст о себе первым знать. Ну, знаешь, он тебе человеком покажется, который
Ну, не стесняется нежнятины, что ли, вот как по-другому сказать. Не стесняется проявлять свои эмоции. Понимаешь? Он, знаешь, и это он это все проявляет с некоторой специфичностью, что ли, есть такое слово, нет. То есть он, знаешь, вот по-другому скажу, где-то сразу полезет помогать тебе, вот поешь, вот гвоздь забью, розетку починю, да? Он как будто хочет стать твоим спасателем. И где-то он, то есть вот напряженным спасателем, всегда как Чип и Дейл, понимаешь? А где-то он просто будет расслабленно с тобой болтать. То есть, но за вот этим тем вылезет у него, как сказать, вот я знаю, что у меня в голове, а сказать не могу. Но вот этот отклик моментальный, понимаешь, на все твои слова, на твое настроение, у него как тумблер включается, понимаешь? То есть, вот у тебя дома... Я не могу, я заговариваюсь ужасно. Смотри, я объясню. Например, тебе нужно дома розетку починить, и он увидит то, что тебя что-то не так. Понимаешь? То есть у него моментально вот это включается. Если тебе хочется, там, тебе грустно, еще что-то, у него опять моментально вот этот отклик. Понимаешь? И он, знаешь, еще слегка может пыль в глаза пускать. Про свои приключения, про победы. Вот это, знаешь, он так будет рассказывать, и ты почувствуешь вот эту настойчивость от него. Понимаешь, это вот, например, я хотел, я получил. Ну, примерно вот так. Он вообще не любит, когда ему отказывают. И попытается вывести тебя сразу на открытый разговор так, чтобы ты не чувствовала давления. То есть он ловкий на язык. Он и смешлив, и нагловат. Вот так вот примерно. Как говорится, и мастер на все руки, и настойчиво попросит за свои услуги что-либо. Ну, поняла ты, да? Какие тайные мотивы у него в запасе и как они могут повлиять на твои чувства? Ну, смотри. Он хочет комфорта без особых усилий. Он хочет от тебя борща. Он не против, чтобы ты видела в нем сильную личность, да, которая знает, чего хочет. И он будет говорить: «Я хочу борща». Понимаешь? Но он будет, как сказать, при этом он не будет слишком активно желать на себя всю вот эту серьезную взрослую ответственность брать. Потому что ему интересно найти для себя вот эту тихий аэродром, извини меня за выражение, где он может расслабиться, почувствовать, фиг с ним розетку починит, да починит. Но более серьезно он не готов. Понимаешь? И хитрожопить он любит немного. Если он почувствует, что надо что-то про себя скрыть, да, то он это сделает, чтобы не выглядеть там слабым, каким-то проблемным. Понимаешь? Ну, в твоих глазах я имею в виду. И все это у тебя создаст ощущение, что с одной стороны приятно, что он там заботливый, нежный и так далее, но с другой стороны у тебя зародятся сомнения. Потому что ты, как говорится, дедова внучка, да, и ты будешь видеть, что он умалчивает некоторые факты и там прямо на твои вопросы не отвечает, понимаешь? Поэтому просто не покупайся на сказочную лапшу, которую он мастерски тебе преподнесет в соусе болоньезе. Понимаешь? Не лапшу, а спагетти. Вот. На каком
На каком фундаменте ваши пути пересекутся и в какой момент ты это почувствуешь? Ну, будет обстановка, где вот активное взаимодействие нужно. Вы будете в такой команде, да, которая вот что-то предпринимает. Ну или столкнетесь вместе, где вот все делятся идеями, планами, вот такое вот. Он вперед рванет к тебе, да, как только увидит, что ты умеешь твердо высказывать свое мнение, и при этом ты не стремишься доминировать над каждым. И он, увидев это, к тебе рванет. Понимаешь? И ты себя на мысли сразу поймаешь то, что, как сказать, а чё он вечно рядом, да, а чё он подсказывает, а чё он меня поддерживает, да, посторонний вроде как человек. И это будет знаком, что он выбрал тебя вот как главную героиню своей не хитрожопости, я бы не сказал хитрожопости, задумки. Понимаешь? И потихонечку начнете общаться. Там интересный разговор, он продолжить общение, говорит, давай в кафе сходим, а потом давай у меня телевизор посмотрим и так далее и тому подобное. Понимаешь? Ну, он тебя вытащит из вот этого между собойчика того, понимаешь? Свой между собойчик. Как тебе лучше всего реагировать, чтобы не упустить это знакомство, да, и при этом остаться собой? Планку не занижай. Планку своих ожиданий ради моментального кофе. Ой, кофе-компота. Понимаешь? То есть у тебя будет впечатление такое: батюшки, такие мужчины на дороге не валяются. А он-то тебе просто спагетти принес с соусом болоньезе. Понимаешь? Не занижай свою планку. Если он действительно хочет быть рядом с тобой, то пусть видит твой здравый мозг. Ну, не мозг, ум. Твой здравый подход, понимаешь? Твердую самооценку. Вот у всех проблема у женщин то, что самооценка погибла. И абы-кабы, лишь бы не одной, давайте мне его, потому что он под себя, извините меня, не срется, да? Вот. И тебе нужно держать вот эту свою самооценку. Понимаешь? Не нужно, конечно, сразу рвать там с ним контакт при первом каком-либо твоем сомнении, да, но и уступать каждой его вот этой романтичной идее или требованию тоже не стоит. Ты же хочешь долгосрочные отношения, а не просто сегодня он будет, а завтра я и не помню, как его имя. Поэтому держись дружелюбно, позволяй ему показывать, да, на что он готов. Но вопросы задавать, типа вот, а что дальше будет? А как ты видишь наши общие цели вообще? Не бойся спрашивать. Понимаешь? С анкетой, конечно, не нужно ходить, да, но определенная ясность в твоей голове, она тебя избавит от неприятных сюрпризов, понимаешь? Без вот этих хи-хи-хи смешных. Ой, смешных, говорю, глупых. Оставайся самой собой. И ты сможешь почувствовать, насколько он готов играть по честным правилам. Послушай меня, пожалуйста, потому что потом будет поздно. Я не хочу, чтобы ты мне потом сказала: дед, у меня все срезонировало, да, через год мне напишешь. А дед ты нет уже в живых. Извиняюсь. То есть, все, окунулась ты туда, да, не выдержала, там, планку занизила и так далее. И потом, ой, как ты тогда, почему тебя не было у меня тогда-то, тогда-то? Потому что это очень частый комментарий, почему я это раньше не услышала. Это самый популярный комментарий. Так, давайте-ка перейдем к третьему варианту, по двоечкам все понятно. Повешенный. Пятерка воздуха.
Восьмерка огня, пятерка земли и вестник воздуха. А я не помню, я в тех вариантах говорил, что это такое за карта или нет. В общем, я не помню, говорил или нет, потому что я заканчиваю расклад и сразу забываю, что я там говорил. Воздух — это мечи. А восьмерка огня — это восьмерка жезлов. Пятерка земли — это пентакли. То есть воздух — это мечи, огонь — это жезлы, земля — это пентакли. А вестник воздуха — это рыцарь мечей. Ну, а повешено — это повешено. Я просто не помню, там, говорил, не говорил. Итак, какая твоя личная энергия сейчас, да, и почему она его притянет вообще? Типа, с какого это я должна притянуть? Притянешь. Потому что ты вот сейчас отстранена от всего мира. Ну, по повешенному. Хотя давайте я буду ориентироваться в раскладах, как будто ты Таро не знаешь. То есть ты спокойная, да, немножко отстраненная от всех. А внутри тебя вот огромный багаж переживаний. Тупиковые ситуации тебе надоели, где ты вот чувствуешь себя в роли как наблюдателя, а не хозяйки своей жизни, понимаешь? И в душе у тебя вскипает такое желание, что хочется встряхнуть обстоятельства, да? Но ты висишь на волоске. То ли решишься на перемены, то ли подождешь, то ли встанешь с кровати, то ли нет, а завтра я пойду в проживание, а нет, давайте послезавтра. Ты вот в таком аркане, в повешенном. И вот это противоречивое сочетание у тебя, да, это и уязвимость, и решимость. И они подействуют, как говорится, на мужчин рядом, которые в твоем поле. Вот я объясню, чем зацепишь. То есть ты как будто сейчас безразлична к миру, да? А на самом деле внутри вот этот, как сказать, огонь разгорится в любое мгновение. А мужчина, который вот в твою не ауру, в твое поле залетит, он будет вот зацеплен тем, что за вот этой всей, как сказать, суматохой у тебя спокойствие и отстраненность. Как бы сказать, разговорить тебя захочет, потому что ты отстранена, и он захочет тебя вытащить из вот этого состояния, забыл, прострации, понимаешь? И захочет показать тебе, что жизнь-то она веселая штука. Понимаешь? Ну скажешь, чего ты, красавица, грустишь? А такая, добрый молодец, я в печали. Ну, это шутки шутками. Это про вот это добрый молодец, это не карты сказали, это я придумал. Что в характере и в поступках его, да, даст знать самым первым о себе. Ну, знаешь, у него язычок острый, к спору всегда готов. И вот, скорее всего, при первой встрече он, знаешь, когда вот ты вот сидишь, грустишь, молчишь, отстраненная, он кинет в тебя палку. Извиняюсь. Нет, он, знаешь, вот провокационные фразы. Вспомнил название. Вот сидел в голове, крутил. То есть он в тебя кинет вот этими провокационными какими-то фразочками, чтобы твою реакцию проверить, да, и выяснить, насколько ты готова к обмену словами ротом. То есть ты отстранена, да, и он вот колкое что-то кинет, посмотрит, вообще ты там, как говорится, жива, не жива и так далее. А он очень сильно интеллектуальную дуэль обожает, где, как говорится, блеснуть умом можно, подколоть, да и вообще продемонстрировать свою способность побеждать вот в этом болтоловной словесной схватке, понимаешь? И он не будет собираться там стелиться, вежливо улыбаться. Нет, ему интереснее столкнуться лбами, понимаешь?
а потом восхищенно посмотреть, там, как ты удар держишь. Понимаешь? Но вот за этим всем желанием, да, быть, как говорится, всегда сверху, у него скрывается вот это тонкое опасение показаться слабым. Он прям очень боится, это у него фобия. Соответственно, он всегда нападает первым, хотя сам трусишка зайка серенький. То есть, знаешь, он не может проявлять чуткость. Он не может, как сказать, тебя, как сказать, приголубить, принежнятить, вот не знаю слова и все. Но, знаешь, он привык добиваться внимания к себе резкими жестами. В твоем случае будет это провокационная фраза. Какие мотивы у него тайные в запасе, да, и как они могут повлиять на твои чувства? Ну, у него переживание о том, что вот, как сказать, из-за прошлых отношений ему не будет хватать вот этой искры желаемой, понимаешь? Что со мной творится, я не знаю. Ему, знаешь, вот крайне важно почувствовать бурю эмоций, оправдать свою жажду перемен, понимаешь? Отсюда у него будет и вот этот мотив быстро сближаться, чтобы словить яркие впечатления. Но это несет риски для двоих. И для твоих чувств, и для его. Потому что он, знаешь, как сказать, в пылу знакомства он может наговорить тебе очень много сладких слов. А потом уже, да, время, когда пройдет, когда, как говорится, эмоции стихнут, и все уже компот был, да, то он остынет так же внезапно, понимаешь? Его внутренний голод, вот почему-то крутому и новому, да, он перевешивает реальную готовность строить отношения нормальные, то есть долгосрочные. Если ты хочешь стабильности, там, как сказать, брака и так далее, то лучше уточнить, насколько серьезно он настроен. Если тебе интересен временный такой роман, да, ну, фейерверк такой, будуш и все, то можно погрузиться. Но нужно помнить, да, что его цель скрыта — это просто расшевелить твою скуку. Это не всегда про то, что мы поженимся, или потом ты подумаешь то, что, ну, сейчас так, а потом он в меня влюбится. Нет. Как бы он в тебя не влюбился, эта пташка мимо пролетит. И вот важно тебе не обмануться. Он способен искренне увлечься, но его азарт — это, знаешь, это непредсказуемая штука. Сегодня он в любви клянется, завтра вы компотом занялись, да, там яблоки чистить и так далее. А дальше резко, мгновенно, вот прям по щелчку пальцев он может компот варить с другой. Поэтому будь настороже. Ну, ты поняла, про что я. А на каком фундаменте, да, ваши пути пересекутся и в какой момент ты это почувствуешь? Обстановка, где ты, знаешь, вот совсем не чувствуешь себя на высоте. Понимаешь? То есть, как сказать, это такая обстановка, где ты устала. И где вообще тебе не для знакомств новых. И я делаю вывод, что это работа, скорее всего. Ну, то есть, там, где сложно. Ну, а это где? Работа. И вот, и ты сама в этот период будешь усталая. На тебе будет, как говорится, много всего. И именно вот в такой период на работу ворвется он вот с этой, знаешь, как... Ты подумаешь, что это как свежий ветер в запрелой комнате ворвался. То есть необычно. Понимаешь?
Он предложит там поддержку, идею и так далее, колкую фразу в тебя бросит вот эту и начнет тебя вовлекать в эту авантюру, понимаешь? И его манипуляции — это колкие фразы. Ну вот, например, знаешь, вот как я в 20 лет к свиданию готовился. Всегда перед свиданием девушка моя, ну, будущая, да, проигрывала мне поцелуй. Вот всегда. То есть я заводил спор, ну, в онлайне же, там, например, там где-нибудь в какой-нибудь соцсети, да, знакомишься и начинаешь общаться, полгода общаешься, прежде чем увидеться. Уже друг друга знаете, она тебе проигрывает поцелуй, и идешь на первое свидание, на котором ты уже знаешь, что тебе, как говорится, должны этот поцелуй. Вот. А долгом платежом красиный отвернуться никак. И, соответственно, вот так. Вот он тебя тоже провоцировать вот так будет, понимаешь? То есть как бы на слабо. И ты это все увидишь. Как тебе лучше всего реагировать, да, чтобы не упустить это знакомство и при этом собой остаться? Во-первых, вот внимательно меня слушай. Не бросайся спасать его от всех проблем, да, пытаться угодить, не пробуй дальше, даже. Этот мужчина, он импульсивен, он склонен к горячим выходкам, понимаешь? Поэтому равновесие, если вы будете в серьезных отношениях, а не просто компотику попьете, да, то тебе нужно ты будешь держателем вот этим центром равновесия. Потому что у него в попе петарда. Понимаешь? Постоянно. И если ты не хочешь, чтобы он ушел к соседке компотику пить через день, да, то удерживай равновесие. Понимаешь? Между вами. Не пытайся ни угодить, ни борщом накормить. Хочешь борща? Вон там холодильник, вон там лежит свекла, вон там вон картошка. Иди чисти, а потом я посолю. Понимаешь? То есть ты вот будешь центром равновесия. Прям вот ащ. Я даже не знаю, как тебе объяснить, вот это все у меня в голове крутится, а сказать не могу. То есть можно дать ему шанс себя проявить, да? Но затоптать твои личные границы потихонечку, полигонечку не давай. Сначала всегда это выражается вот в мелочи в какой-то. Да, я с твоего телефона позвоню, вот такая вот мелочь. И потихонечку это все разрастается. Поэтому честно обозначай, чего тебе нужно, что для тебя приемлемо, что для тебя неприемлемо, понимаешь? И не бойся показаться там слишком прямой. Если он действительно искренний, да, то он твою ясность оценит. Понимаешь? Ну, конечно же, не обижайся, если он скажет что-то резкое, потому что у него природа такая. Лучше сразу проговорить все, да, иначе его вот эти резкости, резкие словечки, потому что у него язычок только, как говорится, полмести, они превратятся в привычку, если ты сразу не остановишь. Но девочки такие, что они всегда думают, он в меня влюбится, а со временем мы разберемся. Это полный бред. Это бредятина вот чистой воды. Никто не разберется. Если сегодня он такой, то просто запомни одну вещь. Вот этому взрослому человеку, который колет тебя язычком, да, ему не 5 лет, чтобы он изменился. Мужики, они такие, вот, который он стоит, он именно такой и будет всегда. Поэтому, видишь, что его действия со словами не сходятся, колется и так далее, то дай ему, купи в магазине
рыбу я уже вас учил, но я повторю. Купи в магазине. Рыба очень вкусная, лещ есть. И дай ему леща, понимаешь? Пусть покушает, там, успокоится и так далее. Лещ очень вкусная рыба и помогает отстаивать границы. Потому что когда ты леща кушаешь, особенно вот жареного с корочкой, да, то когда любимому своему, любимому, извиняюсь, я заговариваюсь, любимому своему готовишь леща и даешь его ему, то он сразу приходит в себя, понимает, что ты его любишь. И лещ — это очень вкусная рыба. Поэтому, если он куда-то не туда идет, лещ в магазине, он не такой дорогой, я думаю, там копейки стоит, да? Вот, поэтому кушайте на здоровье и помни, что дед всегда рядом.